Я 3 года подряд терял урожай огурцов. Каждую весну надеялся, что вот теперь-то все получится, а к осени снова собирал с грядки жалкую горсть кривых, горьких, скрюченных огурчиков. 3 года подряд. И только когда сосед показал, что он кладет на дно каждой лунки, все изменилось раз и навсегда. Позвольте рассказать историю, которую долго стеснялся вспоминать. Историю о том, как взрослый мужчина, хозяин своего огорода, с кучей книг и правильных советов, не мог вырастить нормальные огурцы. Каждое лето сценарий был один и тот же. Весной энтузиазм, аккуратные грядки, дорогие семена — все по науке. Летом бесконечные попытки спасти растения, подкормки, опрыскивание, новые чудо-удобрения. Осенью разочарование и горький вкус урожая, который так и не стал настоящим урожаем. При этом через забор соседи собирали целые мешки хрустящих, ровных, сладких зеленцов. Их плети висели, как зеленые водопады, а мои кустики уныло желтели и болели. Я делал все правильно. Покупал лучшие семена, поливал вовремя, вносил удобрения по схеме, даже купил специальный термометр, чтобы мерить температуру почвы. Но ничего не работало. Огурцы росли медленно, часто болели, листья желтели, завязи осыпались. А те плоды, которые все-таки доживали до стола, горчили так, что сводило скулы. И вот однажды в теплый майский вечер все изменилось. Мой сосед, Михалыч, мужик под 70, который за всю жизнь не прочитал ни одной агрономической книги, просто перегнулся через забор и тихо сказал: «Ты зря землю голую оставляешь. Огурец он из джунглей. Ему снизу тепло нужно. Положи траву на дно, увидишь разницу». Я честно скажу, сначала отнесся к этому скептически. Я-то привык верить авторитетным источникам, а не старому соседу без дипломов. Но на 4-й год провала я был готов попробовать все. Я сделал так, как сказал Михалыч. На дно каждой лунки уложил зеленую травяную подушку. И в тот же год впервые в жизни собирал огурцы ведрами, до самых заморозков. Ровные, плотные, хрустящие, без малейшего намека на горечь. С тех пор картина перевернулась. Теперь уже соседи подходят ко мне и спрашивают, что я делаю с огурцами. Но прежде чем разложить все по шагам, нужно понять одну фундаментальную вещь. Без этого знания все советы по огурцам как таблетки без диагноза. Огурец не наше растение. Это не коренной житель наших огородов. Он родом из влажных, теплых тропических лесов Индии. Там, в предгорьях Гималаев, почти круглый год стоит густая тяжелая жара. Земля постоянно влажная, а под ногами толстый слой перепревшей органики, который ночью отдает корням накопленное за день тепло. Тысячи лет корни его были укутаны в теплое, влажное, богатое органикой одеяло. А теперь, что делаем с ним мы в наших-то огородах? Мы сажаем его в холодную весеннюю землю. Ночи-то у нас какие? Прохладные, грядка голая, ничем не прикрытая. И мы этому, значит, тропическому гостю говорим: ну, давай, живи как-нибудь, привыкай, будто издеваемся. И что же огурец делает в ответ? А он не живет, он выживает. Рост замедляет, начинает болеть, все силы бросает, чтобы просто не погибнуть. Вот откуда все беды. Вот почему мы годами не видим того урожая, о котором мечтаем. Просто потому, что забываем главное, самую простую вещь. Огурцу, как воздух, нужно тепло снизу и постоянное, мягкое питание от органики. Так вот, эту самую главную вещь и дает та самая зеленая травяная подушка. Механизм тут, знаете, такой простой и в то же время, гениальный. Природе хочется в пояс поклониться. Смотрите, что происходит. Когда мы кладем на дно лунки слой свежей сочной травы, мы будто ключ в замке зажигания поворачиваем. Запускаем мощный биологический мотор прямо под корнями. Во-первых, конечно, тепло. Миллиарды крошечных почвенных тружеников, бактерий тут же набрасываются на эту траву, начинают ее перерабатывать и выделяют огромное количество тепла. Получается, знаете, такая подземная печка, настоящая батарея для корней. Во-вторых, это питание. Трава ведь не просто греет, она перегнивает и прямо там под корнями превращается в самый лучший, самый мягкий компост. Ну и в-третьих, это влага. Эта подушка из травы работает как губка, в жару воду в себе держит, а потом потихоньку корням отдает. А что класть-то? Лучше всего, конечно, сборная солянка. Чтобы травы разные были, крапива молодая — это ж чистое золото, в ней азота полно для зеленых листьев. А дуванчик тот молодец, он своими длинными корнями из глубины калий и фосфор достает, а это как раз для сладости плодов. Клевер тот вообще умница, он азот прямо из воздуха берет и в землю складывает. Бесплатное удобрение, считай. Ну а так любая молодая, сочная зелень подойдет. А теперь, внимание, 3 вещи, которые класть в эту подушку нельзя. Запомните это важно. Первое. Никогда не кладите траву, на которой уже созрели семена. Иначе потом все лето будете с сорняками на этой грядке воевать. Второе. Боже упаси положить туда корни пырея или вьюнка. Эти разбойники такие живучие, что прорастут через любую землю. Ну и третье.
Никакого свежего навоза на дно. Никогда. В нем аммиак, который просто сожжет нежные огуречные корешки. Ну что, с теорией разобрались? Теперь давайте к делу. Сейчас все по шагам расскажу, просто и понятно, чтобы каждый смог у себя на огороде повторить. Итак, шаг первый. Выбираем место. Нужен солнышко и чтобы северный ветер не продувал. И важно, не сажайте там, где в прошлом году росли кабачки или тыквы. Шаг второй. Копаем. Можно целую траншею, а можно отдельные лунки. Глубина примерно на штык лопаты. Землю верхнюю пока в сторонку отложите. Шаг третий. Готовим траву. Ее нужно порубить помельче, так она быстрее работать начнет. И шаг четвертый, самый ответственный. Укладываем нашу подушку. Траву на дно и плотно-плотно слоем сантиметров 15, а то и 20. И прямо ногами хорошо притопчите. Дальше, шаг пятый. Берем теплую, нагретую на солнце воду и хорошенько проливаем нашу траву. Это чтобы бактерии проснулись. Шаг шестой. Возвращаем землю на место. Засыпаем сверху нашу подушку и разравниваем. Шаг седьмой. Терпение. Нужно дать грядке запуститься. Подождите 2, а лучше 3 дня. Подойдите, потрогайте землю рукой, она станет заметно теплой. Вот, мотор завелся. И теперь шаг восьмой. Сажаем. Можно рассаду, можно семечки, прямо в эту теплую, живую землю. Когда посадили, осталась пара важных штрихов. Обязательно укройте землю сверху мульчой, соломой или просто сухой травой. Слой хороший, сантиметров 5, а то и 10. Это и влагу сохранит, и от сорняков избавит. Поливать, кстати, тоже часто не придется. Раз, 2-3 дня будет достаточно. А когда уже пойдут огурчики массово, помогите им, подкормите зольным настоем. Это просто. Литровая банка золы на ведро воды. Пусть постоит и под корень. Это им калий даст, чтобы огурцы были ровненькие и хрустящие. Знаете, когда я сам в первый раз это все проделал, по совету Михалыча, я ведь до конца не верил, поэтому решил проверить. Сделал 2 грядки, точь-в-точь одинаковые, рядом, но одну по-новому, с травяной подушкой, а вторую по старинке, просто в землю, для чистоты эксперимента. И что вы думаете? Уже к середине июля разница была просто небо и земля. На контрольной грядке так себе кустики бледненькие, а на той, что с подушкой, настоящие джунгли. Плети мощные, темно-зеленые, все в завязях. А к августу все стало совсем очевидно. Обычная грядка подхватила мучнистую росу и, считай, все, кончилась. А та, что на теплой подушке, плодоносила до самого октября. Я последние огурчики снимал, когда уже заморозки по утрам были. Давайте напоследок еще раз, совсем коротко, всю схему повторим, чтобы в голове уложилось. Копаем траншею. Кладем 1,5-20 см рубленой травы. Проливаем теплой водой, засыпаем землей. Ждем 2-3 дня, сажаем и укрываем мульчой. Все, видите, никакой магии, никаких секретных удобрений, просто чистая биология и немного здравого смысла. Ведь все, что для этого нужно, вот оно, у нас под ногами растет. Нужно только не полениться, нагнуться, собрать эту траву и дать ее огурцам. Сделайте в этом году хотя бы одну такую грядку, всего одну, а рядом посадите по-старому, для сравнения. Уверяю вас, пройдет месяц, и вы все сами увидите. Увидите разницу, которую уже не забудете. Теплого вам лета и таких урожаев, чтобы ведер не хватало.